Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку роскошный, незабываемо просто вкусный, очень-очень сочный и в то же время воздушный лимонный кекс. На вкус этот кекс получается как из дорогой кофейни. Без преувеличения, готовить мы его будем из самых простых продуктов, даже без применения какого-либо миксера. В этом видео я очень подробно и досконально расскажу вам весь процесс, все граммовки, чтобы у всех уже наверняка все получилось. Итак, я снимаю сейчас цедру с двух достаточно крупных лимонов. Лимон для этого я всегда беру биокачества, то есть не обработанного сверху химикалиями. В цедру я насыпаю 300 грамм сахара, перемешиваю и отставляю хотя бы минут на 10 настояться сахару с цедрой. И сейчас я выжимаю сок из этих двух лимонов. Он мне понадобится для теста и потом для глазури. Процеживаю, естественно, этот свежевыжатый лимонный сок. Здесь у меня форма, в которой я буду выпекать. Я смазываю ее сливочным маслом и также посыпаю мукой. Лишнюю муку я удаляю. И уже форма должна быть обязательно подготовлена, потому что тесто готовится очень быстро, форму мы впоследствии уже не успеем приготовить. О форме я потом буду рассказывать далее очень подробно, потому что от этого будет зависеть очень много в этом рецепте. Итак, цедра с сахаром настоялась. Я добавляю сейчас в эту смесь 150 грамм размягченного сливочного масла. Перемешиваю все до такой полной однородности лопаткой. Лопатка у меня такая крепкая здесь, силиконовая. И добавляю сейчас туда 20 грамм, именно в граммах говорю, растительного масла без запаха. Сейчас просто объединяю лопаткой и дальше буду вымешивать все уже просто венчиком, потому что лопаткой такая консистенция у нас не получится. Я сейчас повзбиваю венчиком примерно 1,5 минуты эту смесь, она вот так вот заметно посветлеет, соберется в комок и станет более пышной. О том, почему я не использую здесь даже ручной миксер, я буду говорить далее в этом видео. И вот сейчас, спустя 1,5 минуты, добавляю туда 3 крупных яйца, примерно по 60 грамм, без скорлупы, вес каждого яйца, то есть это отборное яйцо, в Германии это размер L. Добавляю по одному яйцу, прорабатываю быстро, просто до объединения, ничего долго я здесь не взбиваю, ни в коем случае. Когда полностью разошелся желток, прекращаю вымешивание этого яйца. Итак, все 3 яйца я ввожу в массу. Почему я так подробно все это рассказываю? Здесь именно от поочередности наших действий будет зависеть очень многое. Здесь я очень не советую взбивать это особенно ручным миксером. Миксер уже перевзобьет нам яйцо, и потом кекс не будет так подниматься. Я это дальше также скажу про планетарный миксер. Сейчас 45 миллилитров вот этого свежевыжатого процеженного лимонного сока я добавляю в смесь. И смесь расслаивается. Это нормально, нужно просто мешать дальше. Я буду сейчас вымешивать дальше лопаткой примерно полминуты. Смесь начнет дальше опять объединяться. И на остаточном этапе, где-то минуту, я буду вымешивать вот так венчиком. И смотрите, какая превосходная, пышная, воздушная смесь у нас получится. Вот это нужно сделать обязательно. Иначе кекс будет потом на вкус клеклым. Если вы этого не сделаете, знаю уже из многолетнего опыта. Вот эти лимонные кексы, здесь очень важен процесс. Также апельсиновые, то есть все, что связано вот с большим количеством лимонного сока, он простой, но нужно знать все нюансы. И вы посмотрите, какая роскошная, пышная масса у нас получилась. Вся объединилась, вся гладкая. Просеиваю сейчас в эту смесь 330 грамм муки. Мука у меня совершенно обычная. Также добавляю туда на этом же этапе сейчас щепотку соли. И также добавляю туда 12 грамм разрыхлителя. Сейчас про форму я расскажу отдельно, потому что форма здесь для выпечки это отдельная тема. Перемешиваю сейчас до объединения также венчиком. Венчик у меня обычный крупный. И добавляю туда 180 миллилитров молока комнатной температуры. Даже можете слегка тепловатого этого молока брать. Такое, как парное молоко, чтобы оно было, чтобы смесь у вас не расслоилась. Вмешиваю в 3 приема молоко. Главное, долго здесь ничего не мешать, чтобы не осадить эту массу. Я не советую замешивать это ручным миксером. Будет
разжижаться эта смесь. Вот именно для лимонного кекса он очень капризный. Если вы будете в планетарном миксере, насадка-лопатка, которая силиконизированная, вот ей можете на таких средних оборотах планетарного миксера замешивать. То же самое. Это если у вас есть именно такая насадка. Но не взбивать ничего здесь. Итак, перемешиваю все до однородности, выкладываю сейчас в форму. Про размер формы сейчас буду говорить отдельно. Выпекать этот кекс я буду сейчас при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне 1 час. Если вы захотите выпекать это с конвекцией 160 градусов, с конвекцией также 1 час. Это у кого конвекция не выключается, но я выпекаю обычно это без конвекции. Все прекрасно получается. То есть тесто на 2/3 формы у нас должно быть, не больше. Вот это очень важно, иначе у вас тесто потом будет выливаться из формы, и это очень плохо. Не берите здесь больше теста. Разравниваю. Слегка постучала, чтобы распределилось тесто. Духовку во время выпечки первые 45 минут ни в коем случае не открываем, чтобы кекс не осел. Выпекать будем именно поперек противня. Вот так ставим форму. Убираю выпекаться. Итак, кекс у меня испекся. Шпажка выходит сухая и чистая. Переворачиваю его сразу еще в горячем виде на решетку, чтобы он у меня остывал на решетке. Сейчас донышко выровняется, будет идеально ровный кекс со всех сторон. И оставляю его просто остывать при комнатной температуре. Итак, вот эти формы. Вот эту форму, которая длинная, в которой я сейчас выпекала, я ее еще не помыла, поэтому, может быть, она где-то здесь у меня испачкана будет. Но это, я думаю, не страшно. 30 сантиметров в длину она у нас, эта форма. 11 сантиметров в ширину. Я вам показываю все наглядно, потому что это очень важно для этого кекса. Я искренне хочу, чтобы у всех он получился. 26,5 сантиметров дно у формы. 8 сантиметров это будет ширина этой формы по дну. И 7 сантиметров в высоту эта форма. То есть формы очень разные. А есть еще вот такая форма. Имеет она такую же форму, но она 20,5 сантиметров в длину, 11 в ширину. Дно у этой формы у нас получается 17 сантиметров. Ширина также 8 сантиметров. И высота также у нее 7 сантиметров. Вот в таких формах, которые имеют такое особое расширение кверху, вот эти кексы, они не получаются с такой шапочкой, потому что все, что поднимается, это тесто, оно все уходит вот на это расширение. Надеюсь, что я понятно объяснила. Шапочка у вас будет получаться, если у вас четкая, прямая, такая, как для хлеба форма. Разные есть формы, поэтому все досконально объясняю. Кекс у меня остыл уже до комнатной температуры. Перенесла его уже на блюдо, где я его буду нарезать. Здесь у меня 100 грамм сахарной пудры. Добавляю туда 3 столовые ложки лимонного сока. Получается вот такая вязкая глазурь. И сейчас этой глазурью я покрою мой кекс. Если вы добавите больше лимонного сока, оно у вас будет более жидкое, более прозрачное. Вы можете весь кекс полить сверху. Но я же хочу украсить вот так подтеками. Я перекладываю всю эту глазурь в кондитерский мешок и отсаживаю такие тяжелые подтеки, скажем так. Смотрятся они очень эстетично. И если кому-то понравится, это делается вот так при помощи кондитерского мешка. Если у вас нет кондитерских мешков, можете взять просто пакет для заморозки продуктов. Кекс этот получается настолько сочным, вкусным, что он не требует никакой дополнительной пропитки, допустим, лимонным сиропом или лимонным соком. Ни в коем случае. То есть он очень самодостаточный, этот кекс. Идеальный просто, я бы сказала. Сейчас сверху я обязательно натру туда цедру. На этот кекс это не только как украшение я использую здесь цедру, но она придает очень сильный аромат и вкус этому кексу дополнительно. Глазурь, естественно, наносим всегда на полностью остывшие изделия. Вот так кекс прекрасно нарезается. Он очень влажный, сочный, но в то же время он воздушный, этот кекс. Удивительная его особенность. Именно по этому рецепту вот такого кекса он незабываемо просто вкусный, он тает во рту, он не требует никакой пропитки. Рецептура здесь, граммовки здесь идеальные. Очень советую готовить. И придерживайтесь той последовательности всех действий в рецепте, вымешивания этого рецепта, который я вам показала. Я нарезаю здесь ножом-пилкой кондитерским для тортов
так как кекс у меня только что остыл до комнатной температуры. Этот кекс прекрасно хранится в герметичном контейнере несколько дней и становится еще вкуснее. Вот так он надламывается вилкой. Кекс нежнейший, он просто тает во рту. Он не клеклый ни в коем случае. Он очень сочный, очень влажный, в то же время он воздушный. Удивительный просто кекс получается. Очень советую готовить его по такому рецепту. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли такой кекс готовить в круглой форме. Да, можно, примерно 22 сантиметра в диаметре нужно брать форму, тогда он будет невысокий, и выпекать уже тогда примерно 45-50 минут следует. Это уже все в зависимости от вашей духовки. Показываю вам также, как он разламывается. Видно на разломе, насколько он воздушный и нежный, в то же время необыкновенно просто сочный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.